Один из подписчиков интересовался, какое у меня напряжение бортовой сети после простоя автомобиля в районе 4 дней. Машина у меня как раз постояла в районе 4 дней. Я подключил щупы к аккумулятору. И при помощи мультиметра сейчас посмотрим напряжение. Сейчас напряжение у меня прибор показывает 12,5 вольт. И давайте сейчас запустим машину, посмотрим, какое напряжение сети будет на заведенную. Здесь я положу тестер. И смотрим на заведенную. Тестер у меня показывает 13,6, 13,7. Оптимальное напряжение должно быть 13,8-14 вольт. Но такое напряжение у меня было всегда с момента приобретения автомобиля. Напишите в комментариях, какое напряжение бортовой сети в вашем автомобиле после простоя в районе 4 дней. Также интересует замер, который покажет мультиметр на заведенную. Также в описании оставлю ссылку на телеграм-канал, где есть отдельная ветка, чат. Можете писать также туда. Вот, заглушил автомобиль, показатель на мультиметре 12,7 вольт. И сейчас сделаем еще один замер на незаведенную под капотом с клеммой генератора и с клеммой аккумуляторной, которая находится у нас под капотом. И показания на мультиметре 12,5 вольт. И сейчас сделаем замер на плюсовой клемме. Показатель аналогичный 12,5 вольт. И сейчас сделаем замер на заведенную. Показатель на заведенную на мультиметре. Показатель с клеммы 13,83-84. И сейчас сделаем еще один замер с дополнительными потребителями. Включим ближний, дальний и противотуманный свет. Также включим кондиционер. И включим обороты климат-контроля на максимальную скорость. Вот такой показатель на мультиметре при включении дополнительных потребителей. 13,6 вольт. Выключаем потребители. После подключения клемм аккумулятора у нас загорается на приборной панели ошибка 4 на 4. Давайте рассмотрим, как ее быстро убрать. Сейчас подключим клеммы аккумулятора. Сначала я подключу плюсовую, затем минусовую. Устанавливаем плюсовую клемму. Поджимаем. Далее устанавливаем минусовую клемму. Поджимаем. Поворачиваем ключ зажигания. И запускаем. На приборной панели у нас горит ошибка 4 на 4. Для того, чтобы убрать эту ошибку, нам нужно поступить следующим образом. Поворачиваем рулевое колесо влево до упора. Делаем несколько оборотов. И вправо. Также до упора. И видим, как у нас ошибка 4 на 4 погасла. Теперь можем вернуть рулевое колесо обратно в центральное положение. Вот так просто можно убрать ошибку 4 на 4 без подключения компьютера. Полная комплектация багажника BMW X5 E53 кузов. Под одним из моих видео на канале люди начали интересоваться, какая должна быть полная комплектация багажного отделения в связи с тем, что у некоторых отсутствуют какие-то элементы в багажнике. Сейчас мы рассмотрим, какие элементы в багажнике должны быть в оригинале. Здесь у нас находится крюк фаркопа. Фиксируется он при помощи вот такой защелки. Здесь у нас находится ручка для домкрата. В оригинальном каталоге значится как кривошип подъемника. Вот так он выглядит. Домкрат находится у нас вот здесь. Здесь у нас стяжная лента для фиксации домкрата. Опора багажной двери. Так она выглядит. Предназначена для фиксации багажной двери.
Установим ее на место. Далее здесь у нас буксировочный крюк. Так он выглядит. Здесь находится ключ для откручивания колесных болтов. Всего два варианта ключей под размер 17 и 19. Здесь у нас находится секретка. Так она выглядит. Всего 5 разновидностей секреток. Защитные колпачки на секретку у меня отсутствуют, но номерочек оставлю в описании. Здесь у нас находится кронштейн для двух подкладных клинов. И так выглядят наши подкладные клины. Это один клин. И второй клин. Под колесом должно быть две подкладки под аварийное колесо. Лоток запасного колеса идет в комплекте с ручкой. Знак аварийной остановки находится у нас в левой части багажника. Так выглядит футляр. И так выглядит знак аварийной остановки. Для фиксации знака необходимо попасть вот этим фиксатором вот в это отверстие. И защелкиваем, и складываем. Номер фиксатора также оставлю в описании под этим видео. По поводу фиксации запасного колеса. Здесь есть уплотнительная резинка, шайба и болт с барашковой гайкой. Об этом есть отдельное видео на канале. Ссылочка будет вверху в всплывающем окне. И под видео в описании. Кому видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До встречи на канале.